Сергей Великоцкий продолжает свои еженедельные рабочие поездки по реализации национальных проектов на территории Петушинского района. На этой неделе глава администрации посетил школу номер 3 в городе Костерево и Городищенскую среднюю школу. Сразу два образовательных учреждения серьезно преобразятся этим летом в рамках национального проекта образования и регионального проекта «Современная школа». На базе Костеревской третьей и Городищенской средней школы в новом учебном году появятся центры современного образования «Точка роста». В Костеревской школе номер 3, где учатся 211 детей, на смену старым классам пришли современные кабинеты. На первом этаже отремонтировали помещение для занятий технологией. Теперь их два. Одно для обучения слесарному делу, второе для металлической обработки. На третьем этаже расположили рекреацию с образовательными играми и мягкими пуфами. Там ребята смогут отдохнуть во время перемен или оставаясь на продленке. Еще два помещения, которые практически готовы к сдаче, это кабинеты информатики и ОБЖ. Для первого закуплена интерактивная цифровая панель и 10 современных нетбуков, для второго – несколько манекенов. На них дети будут отрабатывать навыки первой помощи при остановке сердца, а еще научатся извлекать из тела инородные предметы. Не менее активно идут работы и в средней школе поселка Городище. В классах установили новое освещение, заменили окна современными стеклопакетами, провели масштабный косметический ремонт. Также точки роста оснащают технически. В рамках программы для занятий приобретены электрические лобзики, клеевые пистолеты, обучающие конструкторы для детей, шлемы дополненной реальности, квадрокоптеры, штативы и фотоаппараты и все необходимые канцелярские принадлежности. В прошлом году мы реализовали в Анинской школе, а в этом году в двух школах Костерево и Городище. Этот проект подразумевает активное развитие наших деток в школах. Это подготовка, ремонты и оснащение классов технологий, информатики, ОБЖ, это интерактивные игры, интерактивные экраны. Этим мы создаем все условия, чтобы наши детки в школах развивались всесторонне. Результат моей поездки, я вижу, что работы ведутся. По словам Сергея Борисовича, работы в рамках нацпроекта будут завершены к началу приемки школ, которая обычно проходит в начале августа. В следующем году деньги направят на улучшение других образовательных учреждений Петушинского района. Александр Милованов, Владислав Лещук, телевидение Петушинского района.